Бермудский треугольник – район в Атлантическом океане, ограниченный Флоридой и Бермудскими островами, Пуэрто-Рико и Багамами, знаменит таинственными мистическими исчезновениями морских и воздушных судов. Многие годы он наводит настоящий ужас на население земного шара, ведь истории о необъяснимых катастрофах и кораблях-призраках у всех на слуху. Район Бермудского треугольника очень сложен для навигации. Здесь большое количество отмелей, часто зарождаются циклоны и штормы. Многочисленные исследователи пытаются объяснить аномалию Бермудского треугольника. В основном это теории похищений судов пришельцами из космоса или жителями Атлантиды, перемещения через дыры во времени или разломы в пространстве и другие паранормальные причины. Ни одна из этих гипотез пока не получила подтверждения. Противники потусторонних версий утверждают, что сообщения о таинственных событиях в Бермудском треугольнике сильно преувеличены. Морские и воздушные суда пропадают и в других районах земного шара, иногда бесследно. Неисправность радио или внезапность катастрофы может помешать экипажу передать сигнал бедствия. Кроме того, поиск обломков в море – очень непростая задача. Бермудский треугольник называют также Дьявольское море, кладбище Атлантики, море Вуду и море проклятых. Предложена гипотеза, объясняющая внезапную гибель судов и самолетов выбросами газа. Например, в результате распада гидрата метана на дне моря, когда плотность понижена настолько, что корабли не могут держаться на плаву. Некоторые предполагают, что, поднявшись в воздух, метан может вызвать также крушение самолетов, например, из-за понижения плотности воздуха. В 70-х годах прошлого века тираж книги Чарльза Берлица «Бермудский треугольник» достиг почти 20 миллионов экземпляров. Так Бермудский треугольник попал в руки очень широкой читательской аудитории, и только тогда к нему пришла истинная слава. Высказывалось мнение, что причиной гибели некоторых судов, в том числе и в Бермудском треугольнике, могут быть так называемые блуждающие волны, которые могут достигать высоту 30 метров. Предполагается также, что в море может генерироваться инфразвук, который оказывает воздействие на членов экипажа судна или самолета, вызывая панику, в результате чего люди покидают судно. Природные особенности этого региона действительно чрезвычайно интересны и необычны. Площадь Бермудского треугольника составляет чуть более миллиона квадратных километров. Здесь огромные мелководья и глубоководные впадины, материковый склон, краевые и срединные плато, глубокие проливы, сложная система морских течений и запутанная атмосферная циркуляция. В Бермудском треугольнике есть несколько подводных гор и холмов. Горы покрыты мощными коралловыми рифами. Некоторые подводные горы возвышаются на дне океана в одиночку, другие образуют группы. В Атлантическом океане, кстати, их значительно меньше, чем в Тихом. Здесь располагается жерло Пуэрто-Рико, самая глубокая часть Атлантического океана. Его глубина 8742 метра. Под дном Бермудского треугольника находятся в основном осадочные породы – известняки, песчаники, глины. Толщина их слоя колеблется от 1–2 до 5–6 километров. Меньшая южная часть треугольника относится к тропическим морям, большая северная – к субтропическим. Температура воды на поверхности колеблется здесь от 22 до 26 градусов Цельсия, но на мелководье, а также в заливах и лагунах может быть и значительно выше. Течение в Бермудском треугольнике быстрое, затрудняет либо тормозит движение судов, плывущих против него. Оно пульсирует, меняет скорость и местоположение, причем изменения абсолютно невозможно прогнозировать. Оно создает воздействующие на погоду нерегулярные вихри, некоторые из них обладают значительной силой. На границе его теплых вод с более холодными окружающими водами частые туманы. В пределах Бермудского треугольника находится ядро циркуляции водных масс Атлантического океана. В южной части треугольника, примерно между Флоридой и Багамскими островами, в году примерно 60 штормовых дней. По сути, каждый 5–6 день случается шторм. Если двигаться на север, в сторону Бермудских островов, то число штормовых дней в году возрастает, то есть шторм бывает уже каждый 4-й день. Очень часто разрушительные циклоны, ураганы, а также торнадо. Все это способствует тому, что в Бермудском треугольнике пропадает множество морских и воздушных судов. Может быть, причина не такая уж мистическая, но с уверенностью утверждать это нельзя, так как остается очень много необъяснимых загадок.
В Бермудском треугольнике исчезает очень много судов и самолетов, хотя в момент катастрофы почти всегда хорошая погода. Суда и самолеты погибают внезапно, экипажи о неполадках не сообщают, сигналов бедствия не посылают. Обломки самолетов и судов обычно не находят, хотя поиски ведутся интенсивные с привлечением всех соответствующих служб. Часто Бермудскому треугольнику приписывают катастрофы в реальности, случившиеся далеко за его пределами. Как бы то ни было, вот самые известные жертвы Бермудского треугольника. Судно «Розали». В августе 1840 года неподалеку от столицы Багамских островов было обнаружено французское судно «Розали», дрейфовавшее с поднятыми парусами без экипажа. Судно не имело никаких повреждений и было вполне пригодно к плаванию. Все выглядело так, словно команда покинула «Розали» несколько часов назад. Барк «Фрея». 20 октября 1902 года в океане было обнаружено немецкое торговое четырехмачтовое судно «Фрея», покинутое экипажем. Барк вышел 3 октября из Мансанильо на Кубе, направляясь в Чили. Судно было обнаружено поврежденным. На календаре в каюте капитана значилось 4 октября. Котопакси. 29 ноября 1925 года судно «Котопакси» вышло из Чарльстона с грузом угля и взяло курс на Гавану. Проходя через центр Бермудского треугольника, оно исчезло, не оставив ни малейшего следа и не успев послать сигнал СОС. Ни обломки судна, ни экипаж не были обнаружены. Рубикон. 22 октября 1944 года у берегов Флориды обнаружили судно без экипажа. Единственным живым существом на борту была собака. Судно было в отличном состоянии, если не считать пропавших спасательных шлюпок и порванного буксирного троса, свисавшего с носа корабля. Личные вещи членов экипажа также оставались на борту. Сноубой. В июле 1963 года исчезло 20-метровое рыболовное судно, совершавшее при ясной погоде переход с Кингстона, Ямайка, на остров Педро-Кис. На судне было 40 человек, о них больше никто ничего не слышал. Сообщалось, что были найдены обломки судна и предметы, принадлежавшие членам экипажа. Самолет Чейз-122, летевший из Форт Лодердейла на остров Бимини, бесследно исчез. Спустя 3 дня небольшой самолет Бичкрафт Bonanza вылетел из Майами в направлении островов Флорида-Кис, но назад не вернулся. Он исчез где-то южнее Флориды. А еще через 3 дня, во время полета между Сан-Хуаном, Пуэрто-Рико и островом Сент-Томас, Виргинские острова, исчез маленький самолет Пайпер Апаш. Самолет находился севернее Нассау. Несмотря на ясную погоду и прекрасную видимость, пилот не мог определить свои координаты и не понимал указаний, которые давал ему по радио диспетчер. Диспетчер говорил впоследствии, что у него сложилось впечатление, будто самолет, просивший о помощи, летел в густом тумане. Во всяком случае, так вел себя пилот. Затем связь прервалась, и самолет исчез. В тот же день в море, примерно в 35 километрах от Нассау, было найдено крыло самолета. Но с такого расстояния при ясной погоде пилот должен был видеть аэродром.